Поднимайтесь. Какое вам кресло нужно? Правое и левое? Правое. Командирское или правое? Нет, правое. Правое, правильно, это честно. А где мы работаем, Рома? Где? А вы мне скажите, откуда лучше визуально вылетать? Это из Киева? Значит, приборная доска, 5 дисплеев находится, да? Вот пилотажный дисплей, значит, тут скорость у нас, высота, ну, пространственное положение, курсовая система. Интересный очень вариант угол атаки. А что, в курсе дела? Ну, так, вверх-вниз. Нет, угол атаки это обтекание крыла потоком. Значит, чем больше угол атаки, тем больше подъемная сила до какого-то определенного момента. Потом начинает падать из-за сопротивления. Ну да. Значит, что? Это очень важный прибор. К сожалению, сейчас идет борьба в мире, чтобы его ставить на самолеты. Пока его в основном не ставят. И летчик, потерявший скорость, благополучно убивается. Это понятно, это плохо. Поэтому прибор наш, вот в смысле и советский, и украинский, они все имеют углы атаки на всех бортах. Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-32, Ан-148, 158, Руслан особенно, большая машина, мы сейчас потом на нее пойдем. Это параметры двигателей, параметры систем, шасси зеленый, красный, это резервный прибор. Что мы имеем? Это сектор газа, грубо говоря, это газ на машине, больше-меньше. Это у нас интерцептор, это у нас закрылки. Сейчас у нас закрылки выпущены вот на 20 градусов. Его можно увидеть лучше. Вот так вот картинка вот такая. Вот закрылки, вот 20 градусов стоят. Закрылки, это предкрылки стоят, правильно? И рули остальные. Вот торможение показывается. Вот торможение. Много-много, мало-мало. Это вынчик. Выводик. А мне говорили, что это нереально. Оно даже Это кресло более чем. вдавливает. Вот ножками держи пряменько, чтобы он бежал ровненько. Вот и все. И ноги не зажимать. Это совсем другое Ноги не дело. зажимать. Вот так. Вот хорошо. Вот скорость растет. Видишь, там 90, 100, да? 110, Офигенно. 120. Плавно поднимаем нос. Плавно поднимаем. Раз, два, три, четыре. Оторвались. Оторвались? Убираем шасси. Оп. И полетели. И отдал штурвал. Держи аккуратненько, сильно не дергай. Наберем 600 метров, вот мы низко идем. Вот так. Вот. Будет 10, она станет зелененькой, что это первое положение фиксированное, правильно? Все. Теперь мы выпускаем что? Шасси. Я ее активирую вот, и поставлю ее вправо на курс 150. Крен 30. Самолет сам в автопилотном режиме развернется куда ему надо. А где вы устраиваете максимальный крен здесь? А у него не больше 30. Он сам будет так. Не, можно сделать 25. Вот 25 будет, смотри. Не нравится 25, давай сделаем 20. И так далее. То есть, у тебя отец с Одессы? Я сам сюда. С Одессы, значит, ты юмор понимаешь. Да. Прекрасно. Я тебе говорю, автоматика хороша, обязана помогать. Без нее плохо. Не сядешь в автомате и на руках, когда плохая погода. Ну, не дай Бог отказала, вот там 300 человек не виноваты. Значит, ты должен сам на руках зайти и сесть при первой категории, то есть 60 на 800. Понял, да? Сейчас выпускаем закрылки, вот первое положение. Нажми эту штучку и до первого щелчка. Посмотри. Вот Я просто не вижу. Поднял его, и там третий идем, все. Понял. И смотрим, что вот получается, вот там где картинка есть, правильно? Тренажер сконструирован, построен фирмой Антонов. Не каждая фирма строит себе тренажеры. Вот ты это понял. Второе. Вес ее 5 тонн. Сейчас стали делать тренажеры с малыми кругами штоков, остальное дорабатывают визуал. У нас штоки очень большие и дают реальную картину перегрузки. Заметил, да? Да, я заметил. Ну пошли сейчас кофе-брейк, да? Да. Аэродинамически пока ничего лучше в мире не придумано. Понял, да? Понял. Как грузовик. Этот самолет мы сейчас будем летать, он будет в 8 раз тяжелее, чем мы сейчас летали на той машине. Он весит 330 тонн сейчас, вот, взлетный режим, взлетный у него будет вес. Значит, машина, как сказать, она
разумно послушная. Она не так не ворочается, как-то. Она любит аккуратные движения. Она, естественно, инертная, потому что у нее размах 72 метра, и длина 70 метров и так далее. Вес сумасшедший. Но машина пилотируется в сумме просто. Хотя запаздывания в управлении, конечно, должны быть. Против той, эта машина тоже электронная, но она не та электронная, как и там. Ну, понятно, да. Тут только мы усиливаем сигналы на электронике, а там сигналы делаются вообще электронные. Там я только потенциометром гоняю. Поэтому машина имеет особенности. Органы управления те же самые. Штурвал, 4 руда. Это интерцепторы. Значит, на посадке ставим 0 ПТИ. Это закрылки. То же самое, что там. То есть кабина, компоновка антоновская, как везде. Это зажимать лучше, чтобы не мотался. Зажимать немножко. Это реверс включаем этим органом. А как его включить? Реверс? Да. Сейчас скажу. Когда мы сели, значит, тут, сейчас ты давай подрессирую, может, ты мне поможешь, потому что мне одному тяжеловато будет. Сели, вот мы сели, у нас руд мы ставим малый газ. Теперь я говорю, руд 0, а 0, значит, я должен сделать вот, посмотри, должен их приподнять, вот эти штуки, вот, смотри. Угу. И раз сюда вот сюда, чтобы они не отпрыгнули. А теперь хватаешь реверс вот сюда. Тогда будет все правильно. Теперь, когда реверс закончится, мы реверс убираем, но он еще рабочий. Раз мы убрали его до конца, он слабенький. А чтобы перейти на прямую тягу, мы должны поставить малый газ, эти поднять штуки сюда, вот сюда подать вперед и поставить снова на малый газ. Поэтому, если я тебе скажу 0, Можно подвинуться? да, вот смотри, возьми это на себя, возьми эту ручку. Там ручки есть, за что держать. Начинаем запуск подвижности. Дима, давай. Кати, еще кати. Катился? Теперь надо тебе подняться. Вот это бери шубу, вот смотри, вот это. И поднимай себя, чтобы вот так. Вот так. Выше. Давай. Хорошо? Ну, давай, так и идем пока. Подходим к 12-му километру. Но пока держится все правильно, Дима, у нас. Вот видите. Странно, ничего не Сало видно. работает. Стоит правильно. Так. Один полукомплект работает, как ни странно. Да. Значит, по правому мы тащим. 11 километров. Смотри на волны. Рома, видишь волны? 9 больше не надо. Так, чувствуешь примерно машину? Чувствую. Тяжелая, да? А ну, брось штурвал. Идет вниз. Идет вниз? А, нет, тогда таймерочком его чуть-чуть подхвати. Чуть-чуть, правильно. Крен 25 даже. И разворачиваем на 180 градусов. Это у нас курс будет 81 градус на развороте. Большая скорость. 2000 набираем. Давай. Валентинович, а АГР правильно работает, как вам кажется? Я в политику не лезу по одной причине. Там не слишком умный собрался народ в политике. Они не слишком понимают, что такое жизнь. Но это уже их дело. Пошли. Спасибо Поздравляю, большое. Рома. Спасибо. Пошли.